Здравствуйте, девочки! Рада приветствовать всех на канале «Жизнь женщин». Наверное, нет такой женщины, которая бы не радовалась покупке новой обуви. Наверняка так, потому что эта радость идет из глубины веков. Когда-то обладание обувью указывало на социальный статус человека. Тогда обувь была доступна не всем. Ее даже передавали по наследству. Народная примета гласит: тот, кто бережет свои старые ботинки, редко страдает от новых мозолей. Обувь связывает нас с землей. Это след, который мы оставляем на земле. Поэтому в некотором роде обувь соответствует нашей личности. Кроме того, мы сами себе прокладываем жизненный путь. Поэтому, вступая в новый этап своей жизни, можно купить себе новую хорошую пару обуви. Обратимся к историческим фактам. Когда король Людовик XIV начинал нечто новое, он прежде всего требовал поменять ему туфли. Они для него носили сакральный характер. Он же был заядлым танцором, обожал балы и сам танцевал в профессионально поставленных балетах. Когда император-воин Фридрих Великий вступал в новую военную кампанию, он всегда требовал новые армейские сапоги из особого софьяна. Когда маркиза Помпадур задумывала освежить свои чувства и страсть, она повелевала служанке выбросить туфельки, в которых танцевала на прошлом балу, и подать совершенно новые. Когда премьер-министр Уинстон Черчилль начинал задумываться о новом деле в политике или жизни, он просил, чтобы ему сменили тапочки. И именно домашние тапочки. Он ведь очень любил сидеть в большом уютном кресле и подтягивать свой аперитив, так что ему не нужны были ни сапоги, ни туфли. Тапочки – вот верх комфорта. Выберите себе то, что соответствует вашей душе и вашим побуждениям. Такая покупка будет весьма символична, только она должна соответствовать вашему внутреннему миру и, конечно же, должна быть крепкой и удобной. Это могут быть домашние туфли, но лучше, если у этой обуви будет каблук. Это изобретение символизирует нашу устойчивость и сцепление с землей, а чем мы крепче стоим на нашем жизненном пути, тем легче управлять им. С обувью связано много поверий. Мы часто слышим выражение «находиться под каблуком». Если человек хотел приобрести над человеком власть, он любым способом завладевал его обувью. Проделывались определенные ритуалы. Считалось, что если обувь жены и мужа ставить друг другу задниками, то в семье происходили ссоры, и семья распадалась. И это могли сделать недоброжелатели, приходя в дом к семейной паре. Иногда бывали случаи, когда пропадала одна туфля, затем после какого-то времени появлялась. На нее очень легко можно навести любой негатив, после чего у человека начинались проблемы. Одним из традиционных обрядов на свадьбе стал процесс похищения туфельки невесты. Незамужние подружки невесты могли украсть туфельку или попросить примерить, и та, которой она придется впору, по всем приметам должна следующая выйти замуж. Или жених должен был выкупить туфельку. С ношением, хранением и приобретением обуви связаны простые обувные обряды на счастье. Лапти. С этим популярным предметом гардероба связан ряд обычаев, в частности, привлечение счастья и удачи в дом. Купите лапоть, можно небольшой, декоративный, перед началом совместной супружеской жизни или переездом на новое место. В качестве альтернативы сойдет и неношенный правый тапок. Когда будете переезжать, прежде чем навсегда покинете старый дом, возьмите тапок в руки и скажите: «Батюшка домовой, вот тебе сани, поезжай с нами». Гостевые тапки. Одиноким мужчинам и женщинам, желающим завести знакомство, нужно в новолуние купить и поставить в коридоре задниками к двери гостевые тапки. Женщинам мужские и наоборот. Предлагать их нужно только тому, с кем желаете создать семью. А если захотите отвязаться от надоевшего ухажера,
избавьтесь от тапок. Например, подарите знакомым. Обувной приворот. У нас нет строгого обычая покупать или делать самостоятельно обувь своим потенциальным спутникам жизни, например, перед свадьбой. Даритель в данном случае показывает свою готовность заботиться и оберегать, а принимающая сторона всегда может отвергнуть дар. Есть один маленький нюанс. Подарок должен нравиться, то есть принимать его нужно не формально, а душой. Нужно всегда беречь свою обувь и содержать ее в чистоте. Какая у нас обувь, так и оценивают нас окружающие. Даже у Агаты Кристи есть рассказ, где сыщик разоблачил женщину, выдававшую себя за аристократку, просто потому, что у нее было дорогое платье и туфли с распродажи. Не нужно носить старую растоптанную обувь, она принесет в вашу жизнь только негатив. Если вы хотите хороших перемен в жизни, приобретайте хорошую обувь. При покупке обуви внутренне настраивайте себя на новые начинания и успех. Можно выйти в новой обуви на дорогу и мысленно произнести все свои желания на успех и сделать первый шаг. И это вас подтолкнет на правильный путь, придаст вам уверенности во всех ваших начинаниях. Одним словом, хочешь изменить жизнь – смени обувь. Хочешь начать новую жизнь в профессиональной сфере – смени туфли. Хочешь начать новую жизнь, в которой тебе придется много воевать, добиваясь своего – смени сапоги. Хочешь начать новую жизнь, полную любви и страсти – смени модельные туфельки. Хочешь начать новую жизнь в комфорте – смени тапочки. Если в вашей жизни много чего плохого, лучше всего сменить именно тапочки. Как примеришь лабутены, наступают перемены. Вот вчера ты шла в кроссовках, той спортивной походкой, унисекс тем утверждая. Ох, безликая такая. Лишь обуешь лабутены, переменишься мгновенно. Словно пава выступаешь, каблучками рассекаешь. Не бежишь, плывешь, как лодка, от бедра твоя походка. И тебя, шаг ускоряя, вмиг ботинки догоняют, а за ними мокасины. Лабутены, вы всесильны. Словом, смени обувь, шагни к новой жизни. Достатка и благополучия вашему дому. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!